В данном видео расскажу про возможности утилиты диски. Утилита диски поставляется вместе с графическим окружением GNOME, но установить ее можно также и в других графических окружениях. Например, в дистрибутиве Ubuntu она устанавливается следующим образом. Подключу флешку, с которой буду производить операции. Ее можно отмонтировать и примонтировать. Первое, что можно сделать, это отформатировать раздел. Здесь указывается имя тома. Также доступна полная очистка, которая займет больше времени. Далее можно выбрать файловую систему, например, FAT или интерфейс для использования Windows и ext4 для использования в Linux. Также можно защитить том паролем, либо вообще выбрать другую файловую систему. По умолчанию другие файловые системы недоступны. Для их поддержки необходимо устанавливать дополнительные пакеты. О том, как это сделать, я расскажу в конце видео. Для примера выберу файловую систему ext4, защищенную паролем. Далее необходимо указать пароль. Соответственно, после форматирования все данные будут удалены. Происходит форматирование. Флешка расшифрована и открыта, и в нее можно зайти. Также можно ее заблокировать. И теперь, если попробую открыть флешку, то необходимо ввести пароль для разблокировки. То же самое можно сделать в утилите диски. Также у зашифрованной флешки можно поменять пароль. И изменить параметры шифрования. Например, автоматически разблокировать при запуске системы. Это нужно, если использован зашифрованный жесткий диск. Уберу пароль с флешки, отформатировав ее в ext4. Также можно поменять метку файловой системы, то есть задать ей название. Например, задам название flash1. И теперь данная флешка отображается в проводнике как flash1. Также можно проверить файловую систему. Восстановить файловую систему. Но перед этим лучше сделать резервное копирование данных. Захватить владение. В этом случае флешкой могут пользоваться используемые в системе пользователи. Остальным пользователям флешка будет недоступна. Также можно включить рекурсивный режим, который изменяет владельца во всех вложенных папках и файлах. Изменить параметры монтирования. Создать образ раздела. В данном случае диск копируется в один файл.
восстановить образ диска. Например, скачаю образ Debian. И восстанавливаю его. Теперь с данной флешки можно устанавливать Debian. И оценка производительности. Здесь можно увеличивать или уменьшать значения. Чем больше значения, тем длиннее тест, но зато данные будут более точными. Таким образом, данная флешка имеет среднюю скорость чтения 92 мегабайта в секунду, среднюю скорость записи 15 мегабайт. Также можно изменять размер. Например, уменьшу раздел на 1,3 гигабайта. И после этого появится нераспределенное пространство, которое можно использовать для своих нужд. Верну исходный размер. Также можно отключить питание флешки. В таком случае флешка отсоединяется. Ее необходимо подключить заново. Также можно извлечь диск у DVD-привода. Подключу заново флешку. Также можно менять параметры привода, а именно применить параметры кэша записи. При включении кэша записи производительность увеличится, но в случае сбоя электропитания может произойти потеря данных. Также доступны данные самодиагностики и Smart, что позволяет оценить состояние диска, узнать его температуру. Также можно создать образ диска. В данном случае будет выделен указанный объем, который можно подключить, и будет создан образ. Также можно подключать образ диска, например, подключу образ Debian. Соответственно, они все доступны в проводнике. Можно посмотреть, какие комбинации клавиш можно использовать. Справка.
о приложении. Ну и в конце покажу, как включить поддержку XFAT. Для этого зайду в терминал и следующей командой установлю поддержку XFAT. Теперь попробую отформатировать флешку в данную файловую систему. И как можно увидеть, она отформатировалась. На этом обзор утилиты диски завершен. До встречи в следующих видео.